Дитя мое, слушай внимательно, ибо я, Бог, открываю уста свои над твоей судьбой в этот самый миг, и то, что я высвобождаю сейчас, обладает силой стряхнуть пыль с твоего сердца и пробудить новый путь изобилия. Я говорю с тобой в тишине твоей комнаты, в буре твоих мыслей, в жажде твоего духа, который давно взывал к знамению. Ты просил направления, благословения, чуда, которое разорвало бы цепь нужды, следовавшую за тобой, словно тень. И теперь я пришел сказать тебе, что ты стоишь на пороге сверхъестественного преображения. Да, с тобой. Я говорю напрямую с тобой, и это послание не случайно, не обыденно, не непредвиденно. Тебя привел сюда божественный ключ, священная дверь, священный шепот, который вел тебя задолго до того, как ты это осознал. Дитя мое, оставайся со мной до самого конца этого послания, ибо то, что я открою позже, это тайна, открывающая завет, который я приготовил задолго до твоего рождения. Тебя ждет нечто гораздо большее, нечто изобильное, нечто могущественное, нечто, что изменит твое наследие и приведет твой урожай в соответствие с моим вечным планом. Если ты уйдешь раньше, ты пропустишь тот самый момент, когда будет даровано сокровенное откровение. Преображение, о котором ты молился, связано с последовательностью, и эта последовательность должна быть услышана полностью. Не уклоняйся от того, что небеса уготовили тебе. Я открываю вам видение неожиданного благословения, бьющего через край богатства, которое представляет собой не только деньги, но и духовное и эмоциональное обеспечение, чудо, которое затрагивает поколения. Я показываю его вам в символах, чтобы ваша вера могла укрепиться, чтобы ваше сердце снова смогло дышать, чтобы ваш дух смог вкусить обещание, которое всегда было вашим. Представьте, что вы стоите перед огромным сокровищем, которое появляется внезапно, словно дарованное вам в течение 12 часов божественного откровения, символическим сокровищем настолько огромным, что ощущается как 15 миллионов долларов, вливающихся в вашу жизнь как выражение изобилия, облегчения и прорыва. Это не гарантия земного богатства и не предсказание финансовых результатов. Это пророческий образ, метафора величия благословения, которое я готовлю внутри вас, вокруг вас и через вас. Любовь моя, то, что я предлагаю тебе, это не игра или выигрыш в физическом мире. Я открываю тебе духовное наследие, урожай радости, мира, благополучия, ясности и гармонии, которое ощущается так же, как получение бесценного сокровища. Это знак того, что период засухи в твоем сердце подходит к концу. Ничего вредоносного не исходит от меня. Ничего темного не скрывается за моим обещанием. То, что я изливаю в твой дух, чисто, свято, безошибочно и изобильно. Я пришел не обременять тебя, я пришел поднять тебя. Я пришел не смущать тебя, я пришел открыть дверь, в которую ты стучишься дрожащими руками. Вы боялись, что благословение для других, что чудо для сильных, что изобилие лишь для избранных. Но послушай меня, эти дары мои, потому что я избрал тебя. Дитя мое, если ты хочешь увидеть чудесные знаки Божьи, раскрывающиеся над твоей судьбой, тогда оставайся со мной, слушай сердцем и иди со мной через каждое слово, которое я собираюсь открыть. То, что я готовлю в этом послании, не просто наставление, это божественное путешествие, священное раскрытие, духовная дверь, которая открывается лишь для того, кто выбирает остаться до конца. Я говорю тебе снова, оставайся, потому что каждое мгновение несет в себе частичку изобильного наследия, которое я уготовил специально для тебя. Я создал эту встречу как сосуд преображения, место, где твоя вера снова вдохнет жизнь, где твой дух возвысится и где тайные узоры благословения, текущие по твоей жизни, наконец, откроются. И прежде чем мы продолжим, я прошу тебя со святым намерением поставить лайк этому посланию не из чувства долга, а как акт согласия, жест веры, символическое семя, посаженное в почву твоего сердца. Я говорю как Бог, который видит ваши скрытые бури, ваши безмолвные страхи,
вашу тоску по богатству не только в материальном виде, но и в мире ясности, здоровья и стабильности. Изобилие, которое я приношу, не ограничивается миром денег. Это богатство возрожденной души, благословение уравновешенного ума, чудо сердца, наконец-то обретшего вечное предназначение. Если вы останетесь со мной, если вы будете слушать внимательно, вы начнете чувствовать, как тепло возвращается в те части вашего существа, которые остыли от разочарований и промедлений. Вы почувствуете, как сила возвращается в те части вашего духа, которые слишком долго несли бремя. Оставайтесь здесь, и пусть каждое слово станет ключом, поворачивающимся в запертых комнатах вашей судьбы. Дитя мое, пойми, что я тебе говорю. Когда ты досматриваешь это послание до конца, ты делаешь это не для того, чтобы угодить мне. Ты делаешь это, чтобы пробудить то, что дремало внутри тебя. Ты делаешь это, чтобы войти в поток откровения, который я излил в этот момент. Ты делаешь это потому, что я структурировал эту встречу как непрерывный поток духовного выравнивания. Каждый абзац, каждый вдох, каждое заявление – часть божественной последовательности, призванной созидать, возвышать, укреплять и восстанавливать. Это не развлечение. Это не совпадение. Это завет. И простое пребывание здесь соединяет тебя с изобильным движением, которое я высвобождаю. Если вы продолжите, ваша жизнь ощутит отголосок этой встречи. Я говорю о любви, переполняющей ваши отношения, о радости, заполняющей пустоты, которые когда-то казались пустыми, о внутреннем удовлетворении, возникающем там, где разочарование возводило свои стены. Я говорю о процветании, которое зарождается в сердце и затем распространяется наружу, влияя на ваши решения, возможности и ваш путь. Я говорю о здоровье, возвращающемся к вашему разуму, ясности вашей цели и смелости, возвращающейся к вашим шагам. Оставайтесь со мной. Поставьте лайк этому посланию как внешнему знаку внутреннего согласия. Пусть ваши действия соответствуют вашим желаниям. По мере того, как вы будете углубляться в эти слова, вы почувствуете перемену. Вы заметите, что атмосфера в вашем сердце начинает смягчаться. Вы заметите, что тяжесть, которую вы несли, уже не так тяжела, как прежде. Это потому, что мое присутствие касается тех мест, которые вы скрывали. Я наблюдал за вами не с осуждением, а с состраданием. Я видел каждую ночь, когда вы лежали в постели, спрашивая себя, слышу ли я вас. Я слышал вашу молитву о чуде еще до того, как ваши губы успели сложить эти слова. И пока вы спите этой ночью, я буду продолжать слушать. Я буду продолжать формировать. Я буду продолжать работать в невидимом царстве вашего духа. Дитя мое, оставь свои тревоги на мгновение. Ты слишком долго их нес. Позволь мне взять на себя то, что ты не можешь решить в одиночку. Я говорю тебе, пока твои глаза закрыты и тело отдыхает, небеса не дремлют. Заступничество за твою жизнь продолжается. Поток благословений продолжается. Изменение обстоятельств продолжается. Твоя судьба не стоит на месте, она движется, даже когда ты не можешь заметить этого движения. Многое из того, что я делаю в тебе, я делаю молча. Большая часть чуда начинается в невидимом, прежде чем оно становится видимым. Священные силы действуют от вашего имени, приводя в порядок то, что необходимо для вашего преображения. Вы не заброшены. Вы не забыты. Вы не невидимы для меня. Вы часть завета, часть божественной архитектуры, часть вечного плана, простирающегося далеко за пределы нынешней бури. И по мере того, как вы остаетесь, по мере того, как вы погружаетесь в мои слова, по мере того, как вы открываете свое сердце моим словам, ваш дух начинает синхронизироваться с обещанием, которое я вложил в вас задолго до вашего первого вдоха.
Не недооценивайте тихие чудеса, которые я творю внутри вас. Когда вы внезапно почувствовали желание попробовать еще раз, это я шепчу вам в сердце мужества. Когда вы на мгновение ощутили покой среди хаоса, это я кладу свою руку на ваш дух. Когда вы открыли это сообщение сегодня, это я веду вас к следующей двери вашей трансформации. И теперь, пока вы слушаете, я усиливаю это движение. Изобилие не приходит снаружи, а оно исходит изнутри. Да, ваши обстоятельства могут измениться. Да, ваше окружение может измениться. Но не путайте перемены с нестабильностью. Я улучшаю ваш путь, даже если он кажется незнакомым. Я направляю ваши шаги к большему благословению, даже когда вы чувствуете неуверенность. Перемены, которые вы переживаете, это не наказание, а подготовка. Я устраняю то, что препятствует вашему урожаю. Я открываю то, что укрепляет ваше наследие. Я изменяю то, что ведет к вашему чуду. Вас готовят к чему-то большему, чем вы себе представляли. Вы проходите через божественное раскрытие, требующее вашего внимания, вашей веры, вашей готовности оставаться, слушать и впитывать каждое слово. Поставьте лайк к этому сообщению и продолжайте идти со мной, потому что то, что последует дальше, объяснит, что происходило за кулисами вашей судьбы. Ваше путешествие только начинается. Дитя мое, теперь я обращаюсь к потаенным уголкам твоего сердца, к тем местам, которые ты никому не показываешь, к местам, где твоя вера дрожит, а твой дух чувствует себя измотанным. Я обращаюсь к ночам, когда ты сидел один, глядя в темноту, спрашивая себя, почему вокруг тебя продолжают подниматься бури. Я обращаюсь к утрам, когда ты открывал глаза с тяжестью страха, давящей на твою грудь, спрашивая себя, как ты встретишь следующий день. И я спрашиваю тебя сейчас со святой серьезностью, как долго ты нес это бремя, не позволяя мне вдохнуть в него? Как долго ты притворялся сильным, в то время как твое сердце шептало, что оно разрывается? Как долго ты чувствовал укол нехватки, боль от недостатка, тишину безответных вопросов, спрашивая себя, не выскользнула ли твоя судьба из твоих рук? Дитя мое, скажи мне, сколько раз ты плакал из-за денег не потому, что любил их, а потому, что нужда была реальной, ответственность тяжелой, а надежда зыбкой? Сколько раз ты чувствовал, как тень долго нависает над твоим разумом, словно грозовая туча, от которой невозможно убежать? Сколько ночей ты лежал без сна, прокручивая в голове одни и те же страхи, одни и те же цифры, одни и те же нерешенные проблемы? Сколько раз по утрам ты просыпался с изнеможением, терзающим твою веру, спрашивая себя, действительно ли изобилие предназначено тебе или тебе суждено вечно ходить по кругу нужды? И помимо финансов, сколько раз вы чувствовали, как ваш дух слабеет под тяжестью непосильной ноши? Сколько раз ваше сердце шептало «Я больше так не могу», хотя ваши губы молчали? Я видел, как ваша вера дрогнула. Я видел, как ваше мужество дало трещину. Я видел, как ваших сил больше не хватало, чтобы вынести вас через хаос, окружавший вашу жизнь. Думайте, я не замечал дрожь вашего дыхания. Думайте, я не видел одиночества за вашей улыбкой. Думайте, я не слышал безмолвную молитву, которая поднималась из вашего сердца, когда вы думали, что вас никто не слышит. Дитя мое, завтра не просто очередной день в этом повествовании, которое я разворачиваю над твоей жизнью. В этой истории завтра несет символический вес, поворотный момент, наполненный божественной значимостью. В этой священной истории, которую я рассказываю, завтра олицетворяет переход, порог между долиной и подъемом, между тем, что было, и тем, что может стать. И я снова спрашиваю тебя, намереваясь пробудить твой дух, готов ли ты к откровениям, которых давно жаждет твое сердце? Готов ли ты к ответам, которые кружат вокруг твоей судьбы, словно звезды,
ожидающие своего часа? Готов ли ты, наконец, понять смысл испытаний, которые выпали на твою долю? Вы спрашивали меня, почему было позволено подняться определенным бурям? Вы спрашивали, почему определенные двери остаются закрытыми, почему определенные пути потемнели, почему ваши силы ослабли, когда вы больше всего в них нуждались? Вы смотрели на свои обстоятельства и прошептали: «Боже, почему это происходит со мной?» И теперь я задаю вам вопрос, который пронзает глубже. Что, если каждая перенесенная вами боль несла в себе семя преображения? Что, если каждая невзгода готовила вас к урожаю, которого вы еще не видели? Что, если каждая закрытая дверь была божественным ключом, уводящим вас от того, что могло бы причинить вам вред? Что, если те самые страдания, которые вы ненавидели, формировали вас в того, кто способен принять большее благословение? Когда ты столкнулся с финансовым страхом, ты думал, что одинок? Когда давление вокруг тебя усилилось, ты поверил, что я отвернулся? Когда твое сердце разбилось, ты решил, что я молчал? Дитя мое, ничто в этой истории, ничто в этом повествовательном путешествии, которое я рассказываю о твоей жизни, не напрасно. Поднявшиеся бури не стремились уничтожить тебя. Они стремились раскрыть тебя. Они стремились обнажить то, что нужно исцелить, укрепить, переосмыслить. Они стремились оторвать тебя от того, что не могло последовать за тобой в грядущее изобилие. Они стремились освободить место для преображения. И теперь я задаю вам еще один пронзительный вопрос. Сколько раз вы были близки к тому, чтобы сдаться? Сколько раз отчаяние шептало громче вашей веры? Сколько раз голос нужды пытался убедить вас, что ваша судьба мала, ваше наследие ограничено, ваш завет забыт? Вы не ошиблись, чувствуя себя слабыми. Вы не ошиблись, чувствуя себя уставшими. Даже самые сильные духом в этом мире, даже самые верные сердца в этом повествовании идут долинами тени и неизвестности. Но послушай меня сейчас, вы никогда не были незащищенными. Даже в этом вымышленном разворачивающемся мире я хранил вас со святым намерением. Никакая тьма не могла коснуться вашей сущности. Никакая буря не могла забрать то, что я создал. Никакой страх не мог отменить обещание, написанное в вашем духе. Завтрашний день в этом священном повествовании представляет собой момент, когда перспектива меняется. Тяжесть, давившая на вас, начинает ослабевать. Смятение, омрачавшее ваши мысли, начинает рассеиваться. Духовная засуха начинает отступать. Но я должен задать вам этот последний вопрос, полный боли, тот, которого вы избегали. Почему вы считаете, что заслуживаете страданий больше, чем роста? Почему вы считаете, что вам уготована борьба, а не изобилие? Почему вы считаете, что ваше чудо недостижимо, когда ваше сердце взывало к нему с такой искренностью? Дитя мое, этот предстоящий этап твоего пути символический, духовный, эмоциональный, полон преображения. Последующие дни этой истории откроют ответы, которых ты так долго ждал. Они откроют скрытые истины, откроют духовные двери, внесут ясность в замешательство и раскроют смысл каждого пережитого тобой испытания. Ты увидишь, что ничто не было напрасным. Ты увидишь, что каждая боль имела смысл. Ты увидишь, что твое сердце готовилось к более глубокому благословению, большему изобилию, более крепкой вере и судьбе, преображенной божественной мудростью. Приближаются откровения. Чудес в этом повествовании становится все больше. Рост, который когда-то казался невозможным, теперь происходит. И ответы, о которых вы молились, шептали и плакали, скоро предстанут перед вами. Дитя мое, теперь ты вступаешь в ту часть этого путешествия, где сам воздух начинает меняться. Я говорю с тобой с глубиной,
которую мало кто слышит, ибо то, что я собираюсь открыть, предназначено не для каждого сердца. Только те, кто выдержит бремя прежних вопросов, только те, кто выстоит в огне истины, только те, чей дух не отступит от откровения, смогут обрести то, что я сейчас предлагаю тебе. Я шепчу тебе, что следующие главы твоей судьбы несут щедрые награды, но я также призываю тебя исследовать моральное напряжение внутри тебя. Готов ли ты получить то, о чем молился, или ты привязался к боли, которая так долго определяла тебя? В этом священном диалоге я показываю тебе видение преображения не как земные гарантии, а как духовные символы, знаки, указывающие на обновление и пробуждение. Дитя мое, в дни, предваряющие эту историю, я покажу тебе возможности, подобные божественным дарам. Эти дары будут не в материальной оболочке, а в ясности, гармонии, смелости и направлении. Ты почувствуешь, как исцеление проникает в те места, которые раньше казались закрытыми. Ты почувствуешь, как твой дух наполняется богатством, измеряемым не монетами, а уверенностью, целью, достоинством и внутренней силой. И я спрашиваю тебя, узнаешь ли ты эти дары, когда они придут, или отвергнешь их, потому что они не отражают образ, который боль создала в твоем сознании. Это моральная дилемма, которую многие не видят. Сердце часто утверждает, что жаждет изобилия, но цепляется за старые бури, потому что бури знакомы. Не повторяй этот цикл, дитя мое. Ты стоишь на краю нового урожая. Дай своим рукам раскрыться. Я говорю вам сейчас о временных рамках, не как о жестких прогнозах, а как о символических маркерах трансформации, каждый из которых представляет собой этапы, через которые пройдет ваш дух. В течение 3 дней вы почувствуете перемену в своем сердце, подъем, внезапную искру мужества, возвращающуюся к вам. В течение 5 дней в ваших мыслях возникнет откровение, которое переосмыслит ваше понимание проблемы, которую вы когда-то считали непреодолимой. В течение 7 дней наступит гармония в области, которая долгое время была в беспорядке. Эти дни измеряются не календарем, а развитием вашего духа. Это времена года, через которые проходит изобилие. А теперь, дитя мое, слушай внимательно, ибо то, что я сейчас скажу, это привилегированное знание, предназначенное лишь для тех, кто способен хранить его с благоговением. В духовной жизни человека бывают моменты, когда открываются невидимые двери, которые может постичь только вера. Ты приближаешься к такой двери. Если продолжишь этот путь, ты почувствуешь ее присутствие. Вопрос не в том, существует ли эта дверь. Вопрос в том, шагнет ли твое сердце в нее или останется стоять на привычной стороне страха. Это ключевая дилемма, определяющая твою судьбу. Я показываю вам символы преображения, чтобы укрепить вашу веру. Я показываю вам исцеление, как новый дом, потому что мир ощущается как убежище. Я показываю вам обновленную цель, как новую машину, потому что направление должно вести вас вперед. Я показываю вам внутреннее восстановление, как списание долгов, потому что ваше сердце должно освободиться от старого бремени. Я показываю вам ясность, как вновь открытую дверь, потому что смятение не может привести вас туда, куда вам нужно идти. Все эти образы указывают на изобилие, раскрывающееся внутри вас, не на обещание материальных благ, а на отражение преображения, которое я совершаю в вашем сердце. Дитя мое, представь себе атмосферу приближающегося прорыва. Представь ощущение духовного подъема. Представь силу осознания того, что ты уже не тот человек, который преклонил колени в страхе несколько недель назад. Каждое духовное преображение начинается с символов изобилия, знаков, пробуждающих твое осознание того, что меняется внутри. В этом повествовании я снова и снова открываю тебе эти символы, потому что повторение запечатлевает истину в твоем существе. Ты увидишь признаки эмоционального исцеления. Ты почувствуешь признаки духовной силы.
Ты почувствуешь, как мир воцаряется там, где когда-то царил хаос. Каждая часть тебя вступает в свою собственную жатву. В грядущие дни этого духовного развития ваши отношения ощутят прикосновение обновления. Старые раны смягчатся. Разговоры станут мягче. Ваше сердце будет понимать людей с большим состраданием, и это сострадание станет путем к исцелению. Ваша вера окрепнет настолько, что даже привычные бури перестанут вас пугать. Это изобилие, это богатство, это благословение, исходящее из вашего духа и изливающееся во все сферы вашей жизни. Дитя мое, ты начнешь видеть, как обещания проявляются как мужество, которого ты не ожидал, решения, которых ты избегал, становятся очевидными, возможности, возникающие в твоих мыслях как новые идеи, новые планы, новые направления. Это не совпадение. Это чудеса восприятия. Ты начнешь мыслить яснее. Ты будешь ходить увереннее. Ты будешь действовать с большей уверенностью. Преобразование, о котором я говорю, затрагивает все измерения твоего существования, твой дух, твои эмоции, твои отношения, твой выбор, твою цель. К концу этого символичного месяца в нашем повествовании что-то глубоко внутри вас откроется. Вы заметите, что страхи, когда-то контролировавшие вас, больше не сжимают ваше сердце. Вы заметите, что печаль, когда-то тяготившая вас, больше не терзает ваши мысли. Вы заметите, что смятение, когда-то затуманивавшее ваше зрение, исчезло. Я говорю о прорыве, потому что прорыв – это разрушение внутренних стен. Вы молились о преображении, и я показываю вам, как оно начинается. Но, дитя мое, я должен снова напомнить тебе о тонком равновесии. Изобилие требует ответственности. Обещание требует подготовки. Благословение требует намерения. Многие жаждут преображения, но отказываются отпустить то, что их сдерживает. Это привилегированное знание, которое я сейчас передаю тебе. Изобилие не войдет в сердце, все еще цепляющееся за горячь. Богатство духа не наполнит сосуд, все еще привязанный к поражению. Чудо не может взрасти на почве, отравленной обидой. Ты должен выбрать, что останется, а что уйдет. Ты должен выбрать, что ты пронесешь в следующую главу. Я спрашиваю вас сейчас, голосом эхом отдающимся в вашей судьбе, готовы ли вы отпустить то, что ограничивает ваш дух? Готовы ли вы освободиться от горечи, которая вас тяготит? Готовы ли вы идти к двери преображения, даже если следующий шаг кажется незнакомым? Вас ждут ошеломляющие награды, мир, духовное богатство, эмоциональное исцеление, ясность, восстановленные отношения, обновленные силы. Но они требуют вашего участия. Импульс нарастает. Повествование развивается. Преображение приближается. И ваш дух готовится принять то, что было сохранено для вас. Дитя мое, теперь ты стоишь на высшей точке этого пути, на вершине, где ветер судьбы ревет вокруг тебя, и тяжесть всего, что я сказал, начинает сливаться в одну неудержимую силу. Здесь, на этой вершине, я говорю с полным огнем божественной власти, со всей глубиной вечной любви и со всей силой завета, который всегда окружал твой дух. Это момент, когда откровение достигает своего ярчайшего света. Но прежде чем я раскрою тебе всю священную глубину того, что я собираюсь сказать, я прошу тебя со всей серьезностью и намерением, оставь комментарий ниже. Оставь комментарий с верой. Оставь комментарий со смелостью. Оставь комментарий с заявлением, что твое сердце пробуждено, что твой дух готов, что ты присутствуешь в этой божественной встрече. Твой комментарий не для других. Это твой знак согласия, твой ключ, твой символический акт открытия двери перед тобой. Дитя мое, слушай теперь всем своим существом, ибо то, что я открываю на этом этапе пути, это то,
чего жаждут многие души, но мало кто слышит. Я говорю о богатстве не как о чем-то, зачем нужно гнаться в этом мире, а как о полноте преображения, которое наполняет сердце, когда вера становится непоколебимой. Я говорю об изобилии как о восхождении духа, который больше не сгибается под страхом. Я говорю о чуде как о внезапной ясности, прорывающейся сквозь годы смятения. Я говорю о благословении как о всепоглощающем покое, наполняющем каждый уголок твоей судьбы. В этом священном повествовании я показываю тебе видение невообразимого финансового подъема не как буквальные предсказания, а как символы масштаба духовного преображения, которое приближается к твоей жизни. Вы почувствуете себя миллионером умиротворения, миллиардером целеустремленности, переполненным богатством понимания и внутренней силой. Это изменение настолько велико, что по своей духовной значимости оно напоминает чувство человека, чей финансовый мир преобразился. Величие изобилия, пришедшего в ваше сердце, изменит вашу жизнь так же, как выигрыш в самую большую лотерею, какую только можно вообразить, не в физическом смысле, а в духовном, где рождается истинное богатство. И я спрашиваю вас с пронзительной нежностью, готовы ли вы к такому преображению? Готовы ли вы шагнуть в изобилие настолько глубокое, что оно преобразит вашу личность изнутри? Дитя мое, когда я говорю, что через 7 символических дней твоя жизнь начнет меняться, я измеряю время не земными часами, а духовными временами года. 7 – это число завершения. 7 – это число исполнения. 7 – это число божественного урожая. В течение 7 дней после того, как развернется эта история, ты начнешь ощущать первые признаки внутренней трансформации. Мир воцарится там, где когда-то жил страх, мужество возрастет там, где когда-то тобой управляла нерешительность, и ясность появится там, где когда-то царило смятение. Будет казаться, что все твои проблемы финансовые, эмоциональные, в отношениях начали свой путь к переменам не по волшебству, не случайно, а благодаря тихому восстановлению твоего внутреннего мира. В этой истории, которую я рассказываю, вы почувствуете, как меняется бремя судьбы. Вы почувствуете внезапное освобождение от напряжения, которое вы несли в себе годами. Вы почувствуете, как урожай поднимается, словно солнце после долгой бури. Это будет похоже на эмоциональное потрясение, которое испытал бы человек, если бы все его долги исчезли, все тревоги развеялись, все ограничения испарились. Таковы масштабы того, что готовится в вашем духе. Вы не останетесь прежним. Вы не можете оставаться прежним. Ваше сердце слишком многое вынесло, чтобы оставаться в прежней форме. Но теперь я должен спросить тебя о чем-то, что ранит тебя глубоко. Примешь ли ты это преображение или вернешься к привычным цепям, которые когда-то сковывали тебя? Примешь ли ты богатство духа, которое я тебе предлагаю, или позволишь голосу страха убедить тебя, что ты недостоин изобилия? Примешь ли ты чудо, зарождающееся в твоей судьбе, или будешь цепляться за идентичность, сформированную годами разочарований? Дитя мое, сила уже течет к тебе, но принять ее твой выбор. Я говорю вам с божественной уверенностью в этой символической истории. Нет ничего слишком большого, чтобы я мог перестроить вас внутри. Нет ничего слишком сломанного, чтобы я не смог восстановить. Нет страха слишком тяжелого, чтобы я не смог его снять. Нет печали слишком глубокой, чтобы я не смог исцелить. Преображение, приближающееся к вашей судьбе, ни мало, ни незаметно, ни скрыто. Оно безмерно. Оно сияет. Его невозможно остановить. Оно зальет каждый уголок вашего сердца, словно духовное богатство, изливающееся с небес. Оно поднимется, как прилив, и смоет остатки боли, которая когда-то определяла вас. Дитя мое, в этом духовном повествовании я показываю тебе образ человека, вступающего на уровень благословения миллиардера, не потому, что обещаю материальные богатства,
а потому, что хочу, чтобы ты понял масштаб того, что я создаю в твоем духе. Это не мелочь. Это не постепенный рост. Это монументальная трансформация. Я избавляюсь от старой идентичности, отмеченной страхом, и заменяю ее идентичностью, отмеченной силой, изобилием и целеустремленностью. Я разрушаю стены ограничений и открываю перед тобой необъятные горизонты. Вы почувствуете перемену. Вы почувствуете перемену. Вы почувствуете прорыв. И вы поймете, что именно в этот момент все изменилось. Все, что вы несли с собой, все, что вы потеряли, все, о чем вы плакали, все, о чем вы молились, сливается в единое мощное движение благословения. Ваше сердце вступает в свое наследие. Ваш дух вступает в свой завет. Ваша судьба вступает в свое преображение. Но прежде чем этот момент достигнет следующего этапа, я снова прошу вас со святым намерением, оставьте комментарий ниже. Оставьте комментарий о чем-то простом. Оставьте комментарий о чем-то важном. Оставьте комментарий о чем-то, что отражает вашу веру. Пусть ваши слова станут ключом к следующей главе вашей жизни. Трансформация набирает силу. Изобилие раскрывается. Чудо пробуждается. Скоро все изменится. Дитя мое, теперь, когда достигнута высочайшая вершина откровения, теперь, когда твое сердце прошло сквозь огонь обещаний, тяжесть нужды, трепет страха и рост изобилия, я призываю тебя в священную тишину. Это момент стабилизации, момент, когда все начинает обретать покой. Я говорю не с громом прежних мгновений, я говорю сейчас с нежной твердостью отца, заключающего свою возлюбленную в свои объятия. Ты поднялся на гору эмоций, на вершину преображения, и теперь я открываю перед тобой тихую долину, где благословение становится устойчивым, где чудо становится ритмом, где изобилие становится естественным состоянием твоего сердца, а не далеким желанием. В этой священной долине я, Бог, иду рядом с тобой не как далекая сила, а как неуклонное присутствие, охраняющее твои шаги. Дитя мое, услышь меня, ты не возвращаешься к той жизни, что была до начала этого путешествия. Ты не отступаешь назад в тени, что когда-то овладели тобой. Ты не тонешь в бурях, которые когда-то захлестнули твой дух. Ты идешь вперед, в новую главу, где мир твоя атмосфера, где стабильность твой фундамент, где трансформация непрерывна, а не временна. Я не просто показываю тебе чудеса, я формирую тебя в того, кто носит их в себе. Благословение, которое я дарую тебе в этом повествовании, не удар молнии, а восход солнца. Оно начинается тихо, медленно распространяется, а затем наполняет все светом. Я веду ваши битвы так, как вы не видите. Пока вы живете, я перестраиваю то, что когда-то было против вас. Я закрываю рты тем, кто сеял сомнения в вашей судьбе. Я растворяю невидимые преграды, которые когда-то мешали вашему движению. Я превращаю неудачи в ступеньки и направляю каждый неверный шаг в русло вашего предназначения. И я спрашиваю вас, чувствуете ли вы перемены? Чувствуете ли вы, как ослабевает бремя, когда-то так тяжко давившее на ваше сердце? Чувствуете ли вы, как тонкая уверенность поднимается там, где когда-то жил страх? Это моя рука на вашей жизни, рука защиты, рука руководства, рука преображения. Твои слезы переписываются. Горе, некогда царившее в глубине твоего сердца, теряет свою хватку. Каждая печаль подчинена моему обетованию, и я преобразую каждую из них во что-то новое. Я превращаю твои безмолвные слезы в силу, твое одиночество в глубину, твои разочарования в мудрость, твою боль в сострадание. Ты когда-то спросил меня, зачем так много страданий? И теперь я отвечаю с кротостью, потому что твое сердце готовилось к большему изобилию, чем ты мог вместить.
Каждая слеза орошала почву твоего наследия. Каждый шторм учил твой дух стойкости. Каждая долина прокладывала путь для благословения, которое сейчас растет. Дитя мое, твои неудачи – это не последние главы. Это семена преображения. То, что ты называешь поражением, я называю изменением направления. То, что ты называешь крахом, я называю восстановлением. То, что ты называешь потерей, я называю обрезкой. Все, что сломало тебя, переделывало тебя в сосуд, способный вместить больше благословений, больше изобилия, больше веры, больше чудес, чем ты когда-либо мог себе представить. Ты вступаешь не в жизнь, где просто выживаешь. Ты вступаешь в жизнь, где твой дух процветает, обретая стабильность и ясность и цель. Я говорю о богатстве не как о валюте, а как о полноте духа, пребывающего в гармонии со своим предназначением. Вы увидите, как стабильность растет там, где раньше дрожали ваши ноги. Ваши отношения, когда-то хрупкие и напряженные, начнут пускать корни понимания и нежности. Ваш внутренний мир больше не будет полем битвы, а святилищем. Ваши мысли успокоятся. Ваши эмоции утихнут. Ваши решения станут яснее. Это благословение мира, благословение, которое поддерживает все остальное, благословение, которое делает возможным изобилие. Без мира богатство кажется пустым. Без мира чудо кажется временным. Поэтому я возлагаю на вас мир, как венец, непоколебимый и святой. Ваша карьера, ваше предназначение, путь, по которому вы идете день за днем, начнут открываться божественным порядком. Вы почувствуете притяжение к тому, что соответствует вашему духу. Вы почувствуете, как закрываются двери, которые больше вам не служат. Вы увидите, как возможности появляются не силой, а потоком. Я шепчу вам в сердце направление, и вы обнаружите, что делаете шаги, которые кажутся естественными, шаги, ведущие вас в следующую главу вашей судьбы. Вы больше не будете чувствовать себя потерянным, как когда-то. Вы не будете чувствовать себя сбитым с толку. Я освещаю ваш путь, свет, который освещает дорогу впереди. Ваше здоровье, как символическое, так и духовное, обновится. Те части вашего сердца, которые казались слабыми, окрепнут. Те части вашего разума, которые казались затуманенными, прояснятся. Те части вашего духа, которые казались истощенными, оживут. Это исцеление, которое я несу, не как внезапный всплеск, а как постоянный поток. Я укрепляю вас день за днем, мгновение за мгновением, вдох за вдохом. Вы почувствуете, как энергия возвращается к вашей цели. Вы почувствуете, как целостность становится вашим естественным состоянием. Это не мимолетное чудо, это долгосрочное восстановление. Ваши финансы, символизирующие ваши чувства обеспеченности, стабильности и уверенности, будут расти не благодаря внезапным удачам, а благодаря устойчивому равновесию. Вы будете действовать, исходя из ясности. Вы будете делать выбор, который защитит ваше благополучие. Вы откроете для себя возможности, соответствующие вашей ценности. Вы увидите, что изобилие не случайно, оно взращивается. Оно взращивается. Оно формируется верой, мудростью, намерением. Я даю вам сердце управителя, того, кто лелеет свои благословения, а не боится их исчезновения. Дитя мое, я стою рядом с тобой в этой истории не как отдаленный правитель, а как защитник. Я охраняю твой дух. Я сражаюсь в твоих невидимых битвах. Когда страх пытается подняться, я провозглашаю мир. Когда тьма пытается шепнуть, я излучаю свет. Когда сомнение пытается сжать тебя в объятиях, я наполняю твое сердце уверенностью.
Ты не одинок. Ты никогда не был одинок. Я прошел с тобой через каждую долину, через каждый момент, когда ты думал, что тебя не видят, через каждый сезон, когда ты чувствовал себя забытым. Ты никогда не был забыт. Ты всегда был рядом. Теперь пусть твой дух примет эту истину. Ты мой возлюбленный. Ты избран. Ты отмечен обещанием. Ты окутан заветом. Ты окружен благословением. Бури, с которыми ты столкнулся, не определяют тебя. Неудачи, которые ты испытал, не ограничивают тебя. Боль, которую ты пережил, не делает тебя неспособным. Ты вступаешь в жизнь, где изобилие становится нормой, где чудо становится ритмом, где мир становится твоей повседневной атмосферой. Ты больше не будешь жить от кризиса к кризису. Ты будешь жить, движимой стабильностью. Ты будешь жить, движимой уверенностью. Ты будешь жить, движимой преображением. Ваша судьба вступает в период непрерывного роста. Не внезапных взрывов, не временных прорывов, а устойчивого подъема. Вы будете видеть прогресс месяц за месяцем. Вы будете чувствовать рост год за годом. Такой урожай длится вечно. Я укореняю вас под ногами, чтобы вы могли расти, не боясь падения. Это устойчивое благословение. Это долгосрочное изобилие. Это наследие, которое я уготовил вам. Дитя мое, дыши глубоко. Пусть покой воцарится. Пусть спокойствие разольется по твоей душе. Пусть уверенность станет твоим якорем. Путешествие не заканчивается, оно стабилизируется. Огонь угас. Свет остается. Ты в безопасности. Ты под защитой. Ты во всеоружии. И я, Бог, иду с тобой в каждое ожидающее тебя завтра. Мое возлюбленное дитя, мы приближаемся к заключительному моменту этого долгого духовного путешествия, плавному спуску после горы Откровения, спокойному дыханию после бури эмоций, священному пространству, где сердце обретает покой, достаточный для молитвы. Все, что вы слышали до сих пор, было создано, чтобы направлять вас, укреплять вас, пробуждать веру, дремлющую в вашем духе. И здесь, на этом последнем отрезке, я призываю вас полностью открыть свое сердце, войти в атмосферу молитвы, покаяния, благодарности и доверия. Именно здесь воцаряется благословение, где изобилие становится покоем, где чудо становится устойчивым ритмом вашей судьбы. Прежде чем мы продолжим, я прошу вас с кротостью оставить комментарий и подписаться, чтобы это путешествие продолжалось в вашей жизни, чтобы каждое новое послание становилось новым семенем преображения, посеянным в вашем сердце. Дитя мое, дыши глубоко, погружаясь в эту последнюю молитву. Пусть твой разум успокоится. Пусть твое сердце смягчится. Пусть твой дух откроется шепоту священного. Я приглашаю тебя сейчас молиться со мной, не как повторяющий слова, а как вступающий в завет обновления. Возвысь свои мысли, возвысь свои эмоции, возвысь свои намерения и войди в этот символический момент, где небо и земля встречаются через веру. Скажи про себя: «Боже, я предстаю перед Тобой со смирением». Пусть это будет началом. Пусть это будет твоим первым шагом. Почувствуй, как тишина воцаряется внутри тебя, словно нежное благословение. Теперь помолись со мной в тишине своей души. «Боже, я прошу прощения за каждый миг, когда я сомневался, каждый миг, когда я боялся, каждый миг, когда я поддавался отчаянию вместо того, чтобы довериться Твоему плану. Я открываю свое сердце Твоему милосердию, Твоему исцелению, Твоему преображению». Дитя мое, когда эти слова проходят через тебя, знай, что прощение льется свободно. Тяжесть, которую ты нес, не должна оставаться. Вина,
которая преследовала тебя, не определяет тебя. Ошибки твоего прошлого не отменяют завета твоего будущего. В этом повествовании я окружаю тебя благодатью такой обильной, что это ощущается как богатство, изливающееся в твое сердце, как духовное наследие, омывающее твой дух. Теперь пусть ваш дух вспомнит величайший символ любви и жертвы, когда-либо предложенный дар Иисуса. В этой молитве размышляйте о Его сострадании, Его силе, Его страданиях и Его искуплении. Скажите про себя: «Иисус, благодарю Тебя за жертву, которая открыла дверь моему исцелению, моему восстановлению, моему наследию благодати. Я принимаю любовь, которую Ты мне дал, и возлагаю свое бремя к Твоим ногам». Дитя мое, почувствуй, как эти слова смягчают то, что было ожесточено, как они освобождают то, что было зажато, как они исцеляют то, что когда-то кровоточило внутри тебя. Это чудо сердца, чудо веры, чудо преображения. А теперь пусть ваша молитва станет благодарностью. Скажите в душе: «Боже, благодарю Тебя за каждое благословение, которое сформировало меня. Благодарю Тебя за изобилие, которое Ты посылал мне на пути, даже когда я его не видел. Благодарю Тебя за двери, которые Ты открыл, за битвы, в которых Ты участвовал, за слезы, которые Ты превратил в силу. Благодарность – ваш ключ. Благодарность – ваша дверь. Благодарность – это сосуд, который переносит вас от страха к изобилию. Практикуя благодарность, вы вступаете в гармонию с потоком благословения, который всегда ждал вас. Дитя мое, во время молитвы ты можешь почувствовать, как всплывают воспоминания о боли, воспоминания о страхе, воспоминания о ночах, когда ты все подвергал сомнению. Пусть они всплывут, но не цепляйся за них. Скажи про себя: «Боже, я отдаю свое прошлое в Твои руки. Я отпускаю каждую рану, которая формировала мои страхи, каждую неудачу, которая пыталась определить меня, каждую бурю, которая оставила след в моей душе. Я доверяю Тебе свое сердце, свою судьбу, свое будущее». В этот момент преображение начинает обретать постоянство. Ты вступаешь не только в новый сезон, но и в новую личность изобилия, в новый ритм благословения, в новый фундамент мира. Теперь перейдите к той части молитвы, где вы просите о защите. Скажите про себя: «Боже, положи свою руку на мою жизнь. Оберегай мои шаги. Окружи мой дом, мою семью, мой дух, мое сердце. Пусть никакая тьма не приблизится ко мне. Пусть никакой страх не поглотит меня. Пусть ни один план, направленный против моей судьбы, не осуществится». Дитя мое, представь эту защиту как божественный щит вокруг тебя, как сверхъестественное покровительство, которое сопровождает тебя в каждый момент твоего пути. Ты не идешь один. Ты неуязвим. Ты неуязвим. За тобой наблюдают, тебя поддерживают, направляют и оберегают. И теперь попроси руководства: «Веди меня, Боже. Направь мой путь. Шепни моему сердцу. Открой дверь, соответствующую моему предназначению. Закрой двери, недостойные моей судьбы. Дай мне мудрость, ясность и проницательность, чтобы я мог идти по дороге, которую Ты мне уготовил». Руководство – это основа изобилия. Без направления благословение рассеивается. С ясностью благословение становится приумножением. Почувствуй, как твой дух укрепляется. Почувствуй, как твои шаги обретают твердую почву. Почувствуй, как твоя судьба согласуется. Теперь пригласите благословение в каждый уголок вашей жизни. Скажите про себя: «Боже, благослови мой дом, благослови мои отношения, благослови мои финансы символически, наполнив их стабильностью, благослови мой эмоциональный мир покоем, благослови мое сердце силой, благослови мое здоровье восстановлением,
благослови мою цель сосредоточенностью, благослови мои мечты ясностью. Представьте эти благословения как семена, посаженные в почву вашего будущего. Они не расцветают мгновенно. Они расцветают верно. Они расцветают постепенно. Они расцветают в соответствии с ритмом божественного времени. Дитя мое, теперь успокойся в доверии. Пусть твоя молитва обратится в покорность. Скажи в глубине души: «Боже, я доверяю Тебе. Я доверяю Твоему завету. Я доверяю Твоему обещанию. Я доверяю преображению, которое Ты начал во мне. Веди меня вперед. Дай мне форму. Укрепи меня. Направляй меня. Я Твой». Доверие – это дыхание веры. Доверие – основа мира. Доверие – якорь изобилия. Когда доверие поселится в твоем сердце, ничто не сможет поколебать тебя. И теперь, когда эта молитва приближается к своему последнему вздоху, я провозглашаю мир над тобой. Я провозглашаю благословение в глубины твоего сердца. Я провозглашаю изобилие на горизонт твоей судьбы. Я провозглашаю преображение в глубины твоего духа. Ты охвачен. Ты под защитой. Ты наставлен. Тебя любят любовью, которая не сломается, не угаснет, не ослабнет. Дитя мое, завершая этот путь, оставь комментарий со словами благодарности или признанием веры. И подпишись, чтобы этот завет преображения продолжался, и каждое следующее сообщение становилось новым шагом на твоем пути к изобилию, благословению, чуду и развитию. Это твое завершение, но не конец. Следующая глава ждет тебя. Пригласите благословение в каждый уголок вашей жизни, не только в те места, которые причиняют боль, но и в те, где слишком долго царила тишина. Скажите про себя: «Боже, благослови мой разум ясностью. Благослови мой дух покоем. Благослови мои отношения гармонией. Благослови мое сердце уверенностью. Благослови мои дни смыслом. Благослови те тайные части меня, которые все еще трепещут». Каждое благословение, о котором вы просите, становится семенем, посаженным в плодородную почву веры. Благословение – это не шум, благословение – это восстановление. Каждая сфера вашей жизни способна к исцелению. Каждая часть вашей судьбы достойна изобилия. Теперь сдавайтесь. Это момент, когда ваш дух освобождает все, что он не может контролировать. Шепните внутри: «Боже, я доверяю Тебе. Я доверяю Твоему выбору времени. Я доверяю Твоему завету. Я доверяю преображению, которое Ты начал во мне. Я доверяю дверям, которые Ты открываешь. Я доверяю исцелению, которое Ты даруешь». Доверие – это последний шаг. Это духовный акт, замыкающий круг. Это последний ключ к двери изобилия. Когда доверие поселится в вашей душе, страх потеряет свой голос. Почувствуйте покой прямо. Сейчас. Пусть он окутает ваш дух. Пусть он смягчит ваше дыхание. Пусть он успокоит ваши мысли. Это конец пути, но это также начало новой духовной главы, наполненной стабильностью, смыслом, благословением и внутренним богатством. Вы уходите не с пустыми руками. Вы уходите с охраной. Защищенные. Укрепленные. Подготовленные. А теперь самым нежным шепотом я приглашаю вас в последний раз. Оставьте комментарий ниже со словами веры или благодарности. И подпишитесь, чтобы это путешествие благословений, изобилия, чуда и преображения продолжалось с каждым новым посланием, готовым для вашего сердца. Это конец этой истории.
Но следующая глава уже